Сказка «Красная шапочка». Жила-была маленькая девочка. Мать ее любила без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. Соседи так про нее и говорили: «Вот, красная шапочка идет». Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: «Сходи-ка, красная шапочка, к бабушке. Отнеси ей пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она». Собралась красная шапочка и пошла к бабушке. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. «Куда ты идешь, красная шапочка?» – спрашивает волк. «Иду к бабушке и несу ей пирожок и горшочек масла». «А далеко ли живет твоя бабушка?» «Далеко», – отвечает красная шапочка. «Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с края». «Ладно», — говорит волк, — «я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет». Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты. Не успела она еще до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Тук-тук. «Кто там?» – спрашивает бабушка. «Это я, внучка ваша, красная шапочка», – отвечает волк. «Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла». А бабушка была в то время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется». Волк дернул за веревочку, дверь и открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук. «Кто там?» – спрашивает волк. А голос у него был грубый, хитрый. Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и ответила: «Это я, внучка ваша, принесла вам пирожок и горшочек масла». Волк откашлялся и сказал потоньше: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется». Красная шапочка дернула за веревочку дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит: «Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной». Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?» «Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое». «Бабушка, а почему у вас такие большие уши?» «Чтобы лучше слышать, дитя мое». «Бабушка, почему у вас такие большие глаза?» «Чтобы лучше видеть, дитя мое». «Бабушка, почему же у вас такие большие зубы?» «А это, чтоб скорее съесть тебя, дитя мое». Не успела красная шапочка и охнуть, как волк бросился на нее и проглотил. Но, по счастью, в это время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо, а оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка, обе целые и невредимые.